В этом видео вы узнаете про величайшую аферу 21 века, в которой приняли участие десятки тысяч человек, мошенники со всех стран, включая граждан СНГ, и сюрприз – даже российские школьники. В совокупности они смогли украсть у правительства Соединенных Штатов больше $1 триллиона. Пока мы с вами пили чай с печеньками и разбирались с более насущными проблемами, в Америке вскрылась самая крупная мошенническая схема за всю историю. Расследование до сих пор идет, но ущерб уже больше, чем состояние 10 самых богатых людей мира вместе взятых. И сейчас я вам расскажу, в чем заключалась схема, как мошенники ее проворачивали, как любой из нас мог принять в этом участие и какие сроки за это получили те, кто в итоге попался. Слушайте внимательно, будет занимательно. Итак, история берет начало в 2020 году. Тогда администрация Трампа, чтобы сохранить рабочие места, подготовила масштабный проект помощи населению под названием Paycheck Protection Program, сокращенно PPP, или по-русски Программа защиты заработной платы. За 3 года пандемии было выделено $4 триллиона, которые должны были пойти на помощь малому бизнесу, а также уволенным из-за пандемии работникам. Благодаря этому смогли сохранить работу как минимум 4 миллиона человек, что вроде бы и неплохо. В правительстве США эту программу называли «спасающие работы» и заявляли, что они спасли Америку. Но если бы все прошло гладко, мы бы сейчас об этом не говорили. Понимание, что что-то пошло не так, появилось довольно быстро. Уже в конце 2020 года появились первые небольшие расследования, но весь масштаб преступлений открылся совсем недавно. Желая как можно быстрее решить проблему с закрытием компании, власти США даже не ввели минимальную идентификацию. Зарегистрироваться мог абсолютно каждый. Так сотни людей регистрировались под именем Джон Доу, что то же самое, если бы в России на господдержку подали 100 человек с именем Иванов Иван Иванович. Ну и был вообще тупой случай, когда некий человек получил пару тысяч $, назвав себя Poopy Pants. С английского это переводится дословно «обосранные штаны». Условно, методы мошенничества можно разделить на 2 типа. Первый – это запрос многомиллионного кредита крупными компаниями или продвинутыми мошенниками для якобы выплат сотрудникам во время пандемии. Получить такой кредит, если ты не профессионал и если у тебя нет хотя бы какого-нибудь бизнеса, сложно. Другой же способ намного проще, и им пользовались и серьезные криминальные банды, и мелкие преступники, и даже обычные граждане СНГ. Для начала вкратце расскажу про первый тип, так как именно с помощью него преступники зарабатывали миллионы долларов. По закону, льготный кредит мог получить малый бизнес, в котором работает не больше 500 человек. По нему начислялся всего 1% годовых. А если 75% от полученной суммы было потрачено на выплату зарплат сотрудникам, то весь долг вообще списывался. Разумеется, это привлекло многих предприимчивых бизнесменов. Например, крупная сеть отелей Sussex, в которой работает 6500 человек, спокойно получила сразу несколько кредитов общей суммой на $63 миллиона, используя 17 одинаково названных компаний. И при этом они все равно уволили по меньшей мере 500 человек. Было пару случаев, когда мошенники брали кредиты на уже закрывшиеся из-за пандемии заведения, а затем смывались с десятками миллионов $, в страны, откуда их не передадут властям США. Но в основном все-таки этим способом пользовались именно большие компании. Они хорошо знают, как избежать налогов и получить халявные деньги, не понеся при этом наказания. Теперь поговорим о втором типе. Деньги, которые мог получить один мошенник, не такие большие, но из-за простоты этим способом могли пользоваться самые обычные работяги и даже школьники. Все, что они делали, это подавали заявление на пособие для тех, кто потерял работу из-за ковида. Как было сказано из примера с мистером «Обосранные штаны», над проверкой личности никто особо и не запаривался. Помимо того, что получить деньги можно было, представившись вымышленным именем, 139 миллионов были отправлены уже умершим людям, и, разумеется, они достаточно не родственникам, а хитрым школьникам, которые смогли нагуглить умерших людей и использовали их личные данные, указав свои реквизиты карт. И говоря про школьников, я не шучу. По ходу расследования полиция обнаружила, что схемы мошенничества распространялись чуть ли не в классных чатах, где подростки делились идеями, как получить побольше денег и не попасться. А кто-то из них даже продавал информацию, как лучше подаваться на господдержку в закрытых телеграм-каналах, пропуск в которые стоил от $100.
По правде сказать, это даже настоящей махинацией назвать трудно. Для того, чтобы получить пару тысяч долларов в месяц, не нужно было иметь вообще никаких специальных знаний. Деньги мошенника, можно сказать, просто отдавались, нужно было только протянуть руку. Но по-настоящему крупные суммы получали те, у кого был доступ к большим базам украденных личных данных. Для того, чтобы использовать самую надежную схему, с помощью которой можно получать сотни тысяч долларов в месяц, нужно было совсем немного. Несколько устройств, чтобы у полиции не возникало подозрений, пара аккаунтов в разных банках, желательно на дропов, и личные данные пары десятков человек, которые в Даркнете можно было достать примерно за $100. Мошенники подавали данные этих людей через официальный сайт, получали выплаты, переводили деньги в крипту и безнаказанно шиковали. И если преступникам из США было чего опасаться, довольно быстро за них взялась полиция, о конкретных случаях мы поговорим чуть позже, то вот украинцы, казахи и россияне могли чувствовать себя в полной безопасности. Россия и Казахстан не выдают преступников США, а в Украине из-за войны процесс выдачи сейчас усложнен. Участие иностранцев в мошенничестве с ковидными выплатами уже доказано. По разным оценкам, только гражданам СНГ досталось от 10 до 20% от всех украденных средств, то есть около 150 миллиардов долларов. Какая-то часть, конечно, досталась крупным преступным синдикатам, но и простые люди смогли урвать для себя немного. В 2020 и 2021 годах крупные криптобиржи были открыты для россиян, поэтому они принимали активное участие в мошенничестве, а граждане Украины, Казахстана и других стран успешно получали выплаты вплоть до мая 2023 года, когда господдержка была прекращена. Пообщавшись на закрытых форумах с теми, кто непосредственно использовал все эти схемы, проживая в России и Украине, я лишь еще раз убедился в том, насколько легко было обвести вокруг пальца программу господдержки США. Одобрение преступники получали в среднем в 40% случаев. Это может показаться небольшим числом, но они использовали данные от 10 до 50 разных людей и от лица каждого претендовали на выплаты от $1500. Даже если из 10 запросов одобрено было всего 4, то это уже стабильно $6000 в месяц, то есть $500 000 рублей или 220 тысяч гривен. Да, какую-то часть этого приходилось тратить на покупку личных данных и банковских карт, так как изначально деньги должны были поступать именно на американскую карту. При этом все карты должны были быть разными, чтобы не возникало подозрений. И еще небольшой процент забирали комиссии за переводы и снятие денег. Но это такие мелкие траты, которые можно было бы даже не учитывать в сравнении с потенциальным заработком. Но что будет с мошенниками? Может показаться, что это была настоящая золотая жила. Тысячи мошенников украли миллиарды долларов, которые должны были помогать простым работягам переживать пандемию. Накупили себе ламборгини и дорогой ювелирки и спокойно себе живут, кто в США, а кто в других странах. И тысячи полицейских никак не могут их отследить. Ассоциация малого бизнеса Америки утверждает, что случаев, которые следует расследовать, более 90 тысяч, а к реальной ответственности привлекли пока только пару сотен человек. И что самое обидное, крупные компании вроде Sussex наказаны не будут. Из-за дыр в законе о поддержке формально они ничего не нарушили. Но везде есть подводные камни. За реальных преступников, которые за время пандемии заработали миллионы долларов, взялись серьезно. Сейчас их ищут не только в Америке, но и по всему миру. Кедейдра Вайт, хотя не такая она и Вайт, была одной из первых, кого задержали по делу о мошенничестве с господдержкой. Она использовала украденные данные 13 человек из 3 разных штатов. Суммарно она получила свыше $1 миллиона и смогла потратить половину перед тем, как ее арестовали. Деньги доставались ей так легко, что она даже не чувствовала необходимости их скрывать. Она, как и многие такие же преступники, попалась банально на том, что у нее непонятно откуда появились новая дорогая Тесла, фотки с элитных курортов и ресторанов. При этом она нигде не была трудоустроена. Теперь ближайшие 5 лет она проведет в тюрьме. В мае 2022 года была поймана целая банда мошенников из 11 человек. Всего они подали заявление на получение $7,5 миллионов, но дали им всего 2,5, а сядут они из-за этого на 10 с лишним лет. У граждан СНГ ситуация пока спокойная. Как я уже сказал, большинство стран постсоветского пространства не выдает преступников в США. Однако большинство стран мира для них теперь закрыто, в том числе страны Европы и Юго-Восточной Азии, где так любят просаживать свои деньги как россияне, так и украинцы. Единственное одушно пока что это Арабские Эмираты, но и там раз на раз не приходится. И учитывая, что это самое крупное мошенничество в истории США, вряд ли власти так просто это оставят. ФБР попытаются поймать и наказать всех мошенников, до которых у них дотянутся руки. Для сравнения, за все свое существование через пирамиду МММ было украдено всего $80 миллиардов. При этом $1 триллион, названный в начале, это только та сумма, на которой сходится большинство экспертов. Но реальный объем мошенничества еще только предстоит выяснить. Конечно, можно было бы сказать, что раз воровали у государства, то все не так уж и
неплохо. Не у простых людей ведь деньги отнимали. Но, как это всегда бывает, страдает далеко не государство, а обычные граждане, которым эти деньги могли бы помочь. Но из-за дыр в законе и мошенников они так их и не получили. Миллионы людей потеряли работу, а сотни тысяч не смогли получить обещанные выплаты, потому что за них их уже получили мошенники. Короче, как я всегда говорю, не связывайтесь с сомнительными схемами. Даже в этом случае далеко не все мошенники уйдут от ответственности. Будьте благоразумны и не рискуйте своей свободой и своими жизнями в погоне за легкими деньгами. В особенности с учетом того, что в интернете и так есть куча способов заработать хорошие деньги, не боясь дальнейшей ответственности. Для этого сейчас открыты все двери. Достаточно выбрать перспективное направление и начать учиться. И нет, я имею в виду нормальные направления, а не марафон желаний или тренинг успешного успеха и другая псевдомотивационная фигня. Я про реальные профильные курсы, программирование, видеомонтаж, дизайн, 3D-моделирование, SMM, иностранные языки и так далее. Да даже по бизнесу вроде товарного. На сегодня есть много хороших возможностей получить профессию с самого нуля. И это сейчас не реклама какой-то конкретной школы, где курсы стоят по 50-100 тысяч. В описании и в закрепленном комментарии будет ссылка на телеграм человека, который занимается сливами курсов. То есть он все эти дорогущие курсы сливает в один закрытый телеграм-канал, а доступ к нему продает всего за $15 и принимает оплату из любой страны. Да, можно платить любой валютой. И это не ежемесячная подписка, а одноразовый платеж за постоянный доступ. Это как Netflix в мире обучающих курсов. Но платить нужно не каждый месяц, а всего один раз. Напишите ему, что вы пришли за курсами и получите в ответ всю необходимую информацию. Я сам регулярно пользуюсь этими курсами, в частности учил по ним английский язык, арбитраж трафика и подтягивал знания в программировании на Python. Жена проходила программы тренировок и курсы по фотошопу, а мои знакомые учат своего ребенка по специальным курсам по программированию для детей. Там есть практически все. Перед покупкой можно уточнить наличие конкретных курсов. Рекомендую, это лучшее вложение в развитие себя и своих близких. Напомню, ссылка в описании и в закрепленном комментарии. А на этом у меня все. Подписывайтесь на YouTube канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал Flanders Убежище, где я публикую информацию о громких мошеннических схемах и преступлениях в Даркнете раньше, чем успеваю рассказать о них на YouTube. Там же куча эксклюзивных материалов, которые вы можете прочитать. Ну, а я ухожу. Ухожу красиво.